Ну так, по чесноку, по-дружески. Ты консерва Коломойского? Многим хочется так думать. Я не хочу развеивать эти мифы. Если говорить о том, что я стала членом партии УКРОП в 2015 году, на заре как раз формирования партии, и действительно я пришла в партию в том числе и потому, что я увидела единственного олигарха, который бросил все для того, чтобы защитить эту страну, то тогда можно считать, да, я консерва Коломойского. Да ладно, ну ты-то работала и работаешь. Как тебя, кстати, титровать? Ну, титровать меня можно по-разному. То есть вот в этом году 10 лет, как я работаю в информационном агентстве «Миян», возглавляю его пресс-центр. Вот. Кроме всего прочего, занимаюсь общественной деятельностью. То есть меня иногда титруют и как активистка, и как человек, который двигает реформу ЖКХ в этой стране, ОСББ, и человек, который открыл не так давно, всего лишь год назад, женский клуб, который достаточно успешен в городе Киеве, потому что оказалось, что женщины хотят общаться, и не только в соцсетях, знать друг друга, видеть друг друга, поддерживать. Вот, поэтому титровать меня можно, ну, в том числе и принципиальной киевлянкой, которая борется за свой город. И к вопросу о консервах Коломойского, да, очень тяжело людям поверить, что своим трудом обычная девочка может достичь каких-то успехов, но дорога силит идущие, это про меня. Многие наши коллеги уже протарили путь туда, в политики. Ты за ними наблюдаешь? Ты считаешь, что они успешные, что они правильно делают, что они идут в политику? На самом деле, вот только когда я уже стала по другую сторону как раз вот кулис, назовем это так, да, я поняла, что, в принципе, ребята, которые пошли в политику, они, во-первых, молодцы. Вот правда, может, не все получалось, но они не всегда их понимают, то, что они делают. У них не всегда есть возможность, потому что вот даже сейчас у нас ситуация в стране такая, при которой патриотизм на человеческом уровне, он очень высок. Скажем, деяния власти, обещанные на Майдане, они практически не осуществлены так, как это должно было быть. И поэтому сейчас я абсолютно уверена, что журналисты, пока вот им доверяют люди, а люди все еще доверяют людям из медиа, из СМИ, они должны действительно идти и максимально пытаться поменять эту страну, вот, пока у них есть такая возможность. Потому что в своей профессии сейчас очень тяжело. Можно раскрыть там кучу схем, можно найти какие-то там фальсификации, можно указать на какие-то там реальные коррупционные действия, но учитывая, что сейчас вот ничего особо не поменялось, журналисты фактически как белые вороны. То есть с одной стороны они открывают это все, с другой стороны они не могут довести до конца, и получается, что вот это те люди, которые сейчас осознают полностью, что если вот не прийти, не поменять эти правила игры, то ничего в этой стране не поменяется. Именно поэтому, мне кажется, сейчас вот журналисты у нас как раз в таком состоянии, когда каждый для себя должен окончательно решить, либо ты просто вот как бы с этой ситуацией миришься, либо все-таки ты пытаешься что-то делать. Журналисты почувствовали себя на канале «1+1 свободнее», когда им раздали акции, они решили, что они могут влиять на политику канала. Если честно, я думаю, что дело даже не в акциях. Журналисты, вот, ну, как минимум холдинга, в котором я работаю, они почувствовали настоящую свободу слова с момента, когда не было никаких скажем, никаких преград в своих чувствах, желаниях, в своих возможностях освещать Майдан. Мы, очень многие из нас, там, включая моих коллег непосредственно по агентству, действительно, мы жили этим. Мы готовы были там ночевать, дневать, помогать. Многие из нас там отрабатывали свою там рабочую смену и шли дальше. Вот у нас есть среди моих коллег девушка, которая, например, когда начались даже расстрелы, она осталась возле Октябрьского дворца и продолжала передавать новости, потому что в этом был наш вклад. Я, например, только через 1,5 года после того, как прошел Майдан, вот у меня пропала картинка, когда я на Европейской площади вот видела очередную атаку Беркута и видела, как били медиков. И ты из окна пресс-центра понимаешь, что ты реально помочь им ничем не можешь, что ты не одет, там, у тебя нет определенного бандирования. Что было единственной возможностью? Это снимать, передавать информацию, рассказывать людям правду через Facebook, через крики вот какие-то там, посмотрите, как происходит на самом деле. А сейчас, и вот тогда мы все ощутили, что мы на самом деле действительно свободны в своих высказываниях, свободны в своих чувствах, абсолютно свободны в своих стремлениях. А за 4 года это все превратилось в какой-то фарс, потому что, с одной стороны, мы свободны, а с другой стороны, ну, очень хорошо, что вы свободны. Говорите, говорите, нам голос ваш приятен.
Скажи мне, а если так все плохо, и ничего мы ни на что не влияем по-прежнему, и суды, зачем ты туда идешь? Ты же понимаешь, что ты не сможешь ничего изменить. Тебе деньги нужны? Мне? Я на самом деле верю, что я смогу изменить, правда. Может быть, не так быстро, может, сейчас это будет выглядеть как записки сумасшедшего, но тем не менее, вот я, во-первых, точно понимаю, что это не быстро, и это не простой путь, и, может быть, даже не в ближайшую пятилетку, но, тем не менее, украинцы меняются, и молодежь приходит совсем другая. Им нужны как раз вот те ориентиры и вот тот протоптанный шаг, который вот я в том числе пытаюсь сделать, особенно для украинских девочек, потому что украинские женщины в политике, вот это ты сейчас... Ты считаешь, что может абсолютно победить женщина на выборах президента? Честно говоря, да. Вот, может быть, даже... Почему? Почему? Потому что на сегодняшний день это женщины, это тот потенциал, который абсолютно еще не раскрыт. И на сегодняшний день, вот как мне сейчас иногда там люди говорят, вот там квоты новые, партийные, кто вам раньше мешал, да дело не в квотах. Просто, ребята, мы раньше рассчитывали на вас, я сейчас имею в виду там мужчин-политиков, а вы как бы на сегодняшний момент показали, что вот вы сами, у вас не получается. Поэтому, как сказала Маргарет Тэтчер, да, когда ты хочешь поговорить, ты спроси мужчину, если ты хочешь действия, обратись к женщине. Вот мы уже идем. Мы не поговорили с тобой хорошо о праймерис. Я хочу, чтобы ты рассказала о том, что это такое, как в этом участвуют. И почему ваша партия вдруг решила этот праймерис устроить. И чем ты хочешь это завершить? Ты будешь баллотироваться в президенты чуть что или как? Или это прицел? К вопросу о том, чья это партия, вообще кому принадлежат укропы и кто этим всем вообще управляет. Да, вот укроп запустил праймерис для того, чтобы выбрать наилучшего кандидата среди своих членов партии. Это просто модно. Нет, на самом деле это модно после того, как это начал укроп. Вот правда, тут вот следишь за этой ситуацией, которая... Почему? Юля когда-то тоже пыталась праймерис сделать. Ну, это как мода, которая возвращается через какой-то период. Вот на самом деле сейчас мода на праймерис, потому что вот, ну, честно, укроп был первый, вот, который там год назад сказал, что мы вот такой вот сделаем. Вот. Что было для меня приятно, вот вопрос о том, как вообще, откуда берутся вот эти участники праймерис. Действительно, вот для себя самой я решила, что вот надо попробовать. Более того, я абсолютно убеждена, что не потому что Киев особенный, а потому что на Киеве лежит особая миссия. Все-таки мы являемся столицей, то есть Киев не мог не поучаствовать в праймерис. Поэтому я, оценив для себя все возможности, все какие-то сложности, долго сомневалась, если честно. Я подала свою заявку, написала биографию, причем, что мне было приятно, я разговаривала не так давно с тренером, который, ну, там больше с феминизмом связано, да, я там не являюсь, там, наверное, классическая феминистка, хотя выступаю за активных женщин, потому что пытаюсь жить по правилам не родись красивой, а родись активной, в наших реалиях это действительно важно. И вот эта женщина сказала, что на сегодняшний день вот проводились исследования о том, какая должна быть женщина в политике, вот в украинской, чтобы она выглядела достойно для огромного количества людей. Вот она должна быть женой, она должна быть матерью, она должна быть, ну, внешне симпатичной, она должна быть обязательно с какими-то результатами своей деятельности, причем она должна быть не дурой. Немного они от нас хотят, нет? Вот, возможно, да, но самое смешное, что оказалось, что по всем пунктам я совпадаю. Это было для меня финалом того, что надо Это идти. скромно. Да, ну... Так, праймерис, мы продолжаем. Да, праймерис. Не отвлекайся. Не, я не отвлекаюсь. Мне вдруг, да, ты так сказала про нескромность, я вдруг поняла, что это было нескромно. Вот, но на вопрос о том, да, вот почему именно ты, вот я вот могу сказать, что все пункты, которые я там назвала, я еще и хорошо вожу машину, потому что я, в общем, совсем не классическая блондинка. Про машину там не было. Не, ну это подразумевает. Вот, что не дура. Ну да, нет, то, что не дура, это диплом Мехмата Шевченко, да. Там дуры быть в принципе не может. Вот, но, да, и поэтому вот решилась, вот подумала, вот получится или нет. Мне было приятно, что эта инициатива была воспринята абсолютно адекватно, причем было приятно то, что, в общем, не было
каких-то таких вот... Тебя подкалывают другие члены партии? Нет, на самом деле оказалось, нас не так много, кто решил в этот момент выдвинуться. То есть среди них, что приятно, нас две девушки, мы абсолютно разные, да. Вот, причем у нас, я же говорю, что, как все говорят, в праймерис укроп есть на любой вкус. Вот у нас есть блондинки, брюнетки, так что даже чисто визуально у нас есть выбор тех, кто может нравиться людям. Вот. А что касается, если серьезно, то для меня это фактически, ну, наверное, соревнование с самой собой в первую очередь. Не соревнование, а вызов. То есть я вот без всяких, я считаю себя уже победителем, правда. Потому что, во-первых, решилась для себя. Во-вторых, проехав по стране, объездив очень много областей, я для себя поняла, что люди воспринимают меня хорошо. То есть я, в общем-то, могу им действительно рассказать то, что они хотят услышать. Вот. Пришел все-таки. Да, пришел. Вот мне приятно. Вот, приятно то, что, в общем-то, люди действительно воспринимают те идеи, которые ты несешь, потому что праймерис-то в первую очередь это не соревнование персонали, это соревнование программ. Вот я, например, предлагаю людям, скажем, разрешить голосовать только плательщикам налогов. Спрячь бабушкин паспорт. Ну, не просто спрячь, а объясни бабушке, почему как бы она на сегодняшний день должна понимать, что изменения – это хорошо, верить молодым людям и самое главное понимать, что если ты сейчас голосуешь за старое, то ты останешься в стране. Мне кажется, это утопия. А? Мне кажется, это утопия. Мне кажется, что нет, потому что на сегодняшний день это те реалии, в которых мы живем. То есть вот сейчас на самом деле явка на выборах в 30%, все же побеждают у нас, там при явке-то совсем небольшой. Она с чем связана? Что у нас люди с одной стороны не ходят голосовать, потому что не за кого, и поэтому эти треть населения это выбирает своих лидеров. А с другой стороны еще люди массово уезжают, в том числе по той же причине, потому что, ну, а кто? А что изменится? Мы все прекрасно понимаем, что поменяв облик, ничего по сути не изменится. И все, кто был раньше, они не могут поменять все правила, потому что они в этих правилах участвуют, они их писали, они продолжают их соблюдать. А сколько стоит участие в праймерис? Участие в праймерис я не могу пока сказать, потому что... Секрет. Нет, во-первых, он еще просто не подведены, скажем так, все итоги. Вот. Ты вложилась сколько? Или с тебя не просили денег, а ты просто красивая, заходи, Ира, будешь в праймерис? Нет, ну это не так. И я, наверное, не буду говорить об этом, потому что не к тому, что это там является тайной, потому что я боюсь ошибиться в каких-то... Это там однозначно не $1000 даже, а значительно меньшие суммы. Самое главное в праймерисе – это силы, желание, стремление. То есть, да, безусловно, но, опять же, мы там не живем… Это ты сейчас лукавишь, потому что, ну, как бы, если ты не будешь про деньги, это будет нечестно. Я не буду говорить, что это бесплатно, Так. да, 100%, да, но и не скажу сколько, как минимум потому что не скажу. Ты можешь разделить по регионам, что интересует на юге, что во Львове, что в центре? Значит, на востоке, начнем оттуда. Вот я поехала с востока, то есть я была в… Ты была на фронте? Да, фактически да. То есть я была в Авдеевке, я была в Бахмуте. Ну, в Донецкой области сейчас странная ситуация, потому что на самом деле там вообще, по-моему, ничего ни разу особо не поменялось со времен смены власти в стране. Ну, безусловно, кроме того, что они напрямую чувствуют, что у них рядом война. Однако Украины как таковой там вот информационно практически нет. То есть я даже столкнулась с тем, что ребята военные не имеют, по сути, никакой коммуникации с местными. И местные, которые даже сейчас вот живут не в войне, они называют по-прежнему свою пенсию бандеровской, потому что они вот живут в условиях у российского телевидения, украинского там почти нет. Вот. Нет каких-то вот мероприятий, которые, мне кажется, что стоило бы там что-то провести, вот как пиар-акцию, когда запускали новую полицию в Киеве, когда все хотели фотографироваться. Вот, наверное, надо было бы что-то сделать так, помочь нашим ребятам, но вот этого не происходит. То есть, если ты там сейчас скажешь «Слава Украине», то героям слава тебе не ответят? Люди посмотрят, смотря кто. Я не скажу, что там вообще нет украинских патриотов. Однако люди там не шарахаются от украинского языка, но когда ты переходишь на… Вот мы там
это был посыл. Там, я ездила туда с подругою, от просто от я принципово українською. Зараз навіть перейду на українську мову, тому що наші військові, вони принципово розмовляють українською мовою. І ти, коли заходиш в магазин і кажеш, там, будь ласка, дайте мені щось, люди розуміють, що ти точно не місцевий, повертаються на тебе, тобто там, але нема такої там ворожнечі якоїсь. Навпаки, люди посміхаються, розуміють, що ти там свій, але з іншого регіону. Ось, там, поэтому слава Україні, героям слава, я думаю, что люди ответят, может быть, не очень громко, но, тем не менее, те люди, которые на сегодняшний момент там живут, по-моему, они-то точно все-таки понимают, что они хотят жить в Украине, хотят, безусловно, понимания того, что есть перемены. Российское телевидение им по-прежнему рассказывает, как хорошо там, за поребриком. Ну да. А что нам не рассказывают? Вот что ты увидела, и что нам не рассказывают и не расскажут? Ну, с одной стороны, это ни для кого не секрет, с другой стороны, об этом говорят и сами ребята военные, местные жители. Но никому не выгодно заканчивать эту войну. То есть эта война какая-то гибридная, она очень странная. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что выиграть эту войну на сегодняшний день первым шагом – это завоевать сердца людей и души людей, чтобы они хотели жить в этой стране. Это необходимо делать, вот мне как информационщику, например, это абсолютно понятно. Там нет никакой толком информационной политики. Вот. Что было для меня приятно, мы шли по городу и встретили, например, небольшой осередок украинской мовы литературы. Это небольшой магазинчик, в котором бывший танкист уже в возрасте организовал вообще дом украинскую мову. И он детям, вот тем, не сожгли, ничего не сделали? Нет, не сожгли, но там парадокс другой. Помещение принадлежит человеку, который живет в Луганске, он вынужден платить ему аренду, вот, а местная власть пытается отключить его за электроэнергию, потому что у него там долги, а он там в основном не столько книжки продает, сколько дает, например, детки, если приходят и читают стих по-украински. Он там конфетку дает, например. Если кто-то из местных хочет отпраздновать свадьбу по украинским традициям, он там договорился с харьковскими майстринями, вот они там то ли скидку делают, или даже дарят какие-то вышиванки. То есть есть вот на самом деле настолько разные вообще проявления вот того, как люди воспринимают эту войну. Ты едешь в поездку, с тобой едут двое взрослых, симпатичных мужчин. Даже трое. Денис, даже трое. А Денис вообще спит, ест в это время? Как он себя чувствует? Нет, ну мы на самом деле женаты уже больше 20 лет. То есть это в первую очередь доверие. Во-вторых, это активная жизнь, которая его-то как раз утомляет. Вот поэтому моя активность, мне кажется, что я счастлива тем, что он может заниматься своими делами, пока я езжу, и самореализовываюсь. А он занимается пока вот своими какими-то мужскими делами, которыми, наверное, мечтает заниматься каждый мужчина. И до момента, пока дети маленькие, такой возможности есть. А теперь дети, когда выросли, то они еще и участвуют активно в этом процессе. Да, они мне говорят, что очень красивые. Они им нравится, когда они видят меня по телевизору. Им нравится, когда их друзья вдруг видят меня по телевизору. То есть они мной гордятся, мне кажется. И вот, если честно, вот это очень высокая планка. Потому что, во-первых, они считают, что я никогда не постарею, я откровенно об этом говорю. Поэтому нужно держать марку. А во-вторых, ну, нужно быть им интересным. Вот знаешь, вопрос занимает многих. Как из математика стать журналистом, а потом из журналиста стать политиком? Ну, пусть начинающим, но политиком. На самом деле я не знаю до конца, что такое политик, в том понимании, что вот есть люди, которые считают, что они, например, профессиональные политики, я многих таких видела, вот даже работая в пресс-центре. Мне кажется, что политик в нашей стране это только зарождающаяся сфера деятельности, когда люди действительно должны быть теми слугами народа, про которые все вот мечтают. Мне кажется, это правильно. Вот. А как из математика стать кем-то другим? Ну, во-первых, это очень хорошее базовое образование. То есть мне на самом деле действительно гордо сказать о том, что я закончила один из самых тяжелых факультетов университета Шевченко. Вот. Более того, имела право преподавания, даже я работала в школе недолго, но тем не менее у меня есть большой опыт общения с родителями и с детьми. Вот. Что касается журналистики, ну я, наверное, больше медийщик, я не классический журналист, потому что человек, который работает в пресс-центре, это не тот человек, который бегает по событиям, отписывает там какие-то мероприятия, хотя в эту работу порой входит и это. Вот. Но на самом деле это тот случай, когда вот базовое образование, оно дает такую возможность развития интеллекта и желание работать, оно дает
возможность реализоваться в разных областях. Вот на сегодняшний день как раз вот этот комплекс всего приводит к тому, что хочется уже менять эту страну и брать на себя ответственность. Поэтому вот так вот математики становятся политикой. Мне хочется сказать, насмотрелась. Ты насмотрелась на них? Я насмотрелась на то, как люди могут, но не делают. Вот очень хочется иметь возможность и делать. Может, пафосно чуть звучит, но я в это верю. Вот вы, уважаемая Ирина, как политик, что вы можете сказать, что нужно сделать для того, чтобы человек не чувствовал себя униженным в этой стране? Это грустно, если честно, и, наверное, грустно от того, что это правда. Потому что, как пел Кузьма, а нас всех кинули, да, вот это происходит каждый раз. То есть мы по-прежнему верим, стремимся, что-то делаем, кого-то даже привносим на этой волне, на самую высокую власть, а нас всех обманывают. Чтобы люди не чувствовали себя униженными, ну, государство должно на самом деле дать возможность человеку понимать, что он действительно источник власти в этой стране, появилась законность. Вот я абсолютно убеждена, что вот такое волшебное слово «политичная воля», которое уже не первый год и особенно ярко она проявляется последние 4 года, именно она унижает этого человека больше всего. Того человека, который поверил, что политичная воля будет наконец-то направлена на государство, на Украину и на каждого человека взятого. И поэтому я, например, абсолютно убеждена, что все вот в наших руках. То есть в том числе моя деятельность, да, вот как бы это там пафосно не звучало, я очень надеюсь вдохновить людей и рассказать им о том, что нужно ходить на выборы. Какая ты серьезная. Да, это правда. Я вот в эти моменты очень серьезная. Шутить на эти темы тяжело, правда. Но хочется, чтобы все мы улыбались не только парадом, но и победам. Самое страшное – это коррупция. Все, что нас унижает, связано с коррупцией. Потому что когда ребенку плохо в детском саду, когда в школе ему трудно, и он должен платить за свои оценки, когда вуз, и там тоже коррупция, когда работа, и там все что угодно, когда больница, общественный транспорт – это кошмар. Вот это все из-за того, что есть коррупция. Я не соглашусь. Коррупция, это важно. Но на сегодняшний день унижение больше человеческого в беспомощность. У нас была революция достоинства. Да. Где оно, наше достоинство, вот сейчас? Наше достоинство сейчас осталось при нас самих. На сегодняшний день вот нам по-прежнему рассказывают, что у нас самая большая проблема и цель – это сохранить, зберегти країну. А на самом деле мы продолжаем войну, в которую не понимают даже те, кто там воюет. Что мы боремся с коррупцией, но при этом только внешние наши партнеры могут повлиять на то, чтобы принялись законы без возможности влиять на этот антикоррупционный орган. Мы боремся, например, за молодежь, а при всем при этом делаем так, что молодежи неинтересно вообще жить в этой стране. Поэтому в этом и унижение. Самое ужасное то, что ты беспомощен даже по отношению к правоохранительным органам, к судам. То есть ты остаешься вообще один на один со своей проблемой. Вот ты сейчас говоришь, как будто у нас ничего хорошего не происходит. Вот совсем ничего хорошего. Вот смотри, какая была реформа полиции. Сейчас опять все плохо. Мы однажды вызвали, поэкспериментировали и вызвали копов там лет 3-4 года назад. Они приехали, и молодцы такие, разогнали все, что там было, весь этот сброд, который там мешал жить и так дальше. А сейчас я слышу, что не дозваться, не допроситься, не дозвониться. Потому что они бесправны. Я, правда, давно не обращалась. Они бесправны, абсолютно. Копы? Да, они бесправны на сегодняшний день. То есть у нас получается, что мы что-то построили, не переорганизовав старое. И на сегодняшний день, получается, приедут они, да, у нас вот положительно, у нас люди. У нас действительно очень хорошие люди в стране. Мы там так или иначе друг друга поддерживаем, мы верим друг в друга. Мы верим в лучшее, именно поэтому вот у нас каждый раз все-таки есть вот силы, возможности, желания. У нас сейчас огромная поддержка идет от наших украинцев за кордоном, которые объединяются для того, они всегда нас поддерживали. Но другое дело, что каждый, кто приходит, каждый, кто обещает, он говорит, да, я изменю все. Каждый, кто приходит, говорит, нет, вы знаете, изменить это невозможно. Но у меня нет гарантии, что ты придешь и потом не скажешь,
ой, нет, это непобедимо. Вот это Но я не верю, что нет ни одного человека за 4 года, кто не хотел бы это изменить. Ну, были же, наверное, люди, но не смогли. Почему? Ну, потому что нема політичної волі, потому что у нас Да как? по-прежнему Ты хочешь взращивают- сказать, что один человек, вот имея политичную волю, что такое политичная воля? Ты о чем это говоришь? Ну, я о том, что есть человек или группа людей, его в том числе поддерживающих во главе с ним, которые хотят, чтобы... Кто с ним? Кто с кем? Ну, вот я беру там нашу наивысшую власть, это Порошенко, те, кто сейчас пытаются управлять вместе с ним этой страной. То есть, ну вот как можно наказать кого-то мелкого, да, если не наказывается кто-то высокий? То есть я просто хотела развить свою мысль о том, что у нас по-прежнему в народе, нам же вот эту мысль постоянно ее подпитывают, что стране нужен хороший хозяйственник. Так вот хозяйственник это как раз тот, кто разбирается, какие 20 вот этих вот согласований нужно пройти, чтобы в итоге бумажку на выходе получить. А по факту это нам нужен просто действительно менеджер. Человек, который может прийти и сказать, вот так не будет, будет вот так. Вот она схема и так далее. Так его убьют, Ира. Ну, да, политика это на самом деле опасная вещь. Я это на самом деле прекрасно понимаю. Но с другой стороны, если ничего не делать, то ничего не получится. Ну как убьют? И одного же не убьют, если их будет много. Ну, у нас стреляют журналистов, ты знаешь? Да, я знаю, что у нас стреляют журналисты. У нас еще стреляют те, кто очень много говорит. Особенно в последнее время, потому что у нас там несколько лет назад еще люди массово уезжали из страны. Те, кто мог там стрелять, те, кто мог там себя защитить по старым понятиям. Но очень многие люди на сегодняшний момент, они говорят, что они готовы, но им нужен лидер, за которым нужно идти. Ну вот пусть я буду каким-то лидером местного масштаба, но я пытаюсь им быть. Спасибо. Спасибо.